Друзья, всем привет! С вами Александр на канале Сапожник. Сегодня опять же покажу, как замена подошвы делается. Принесли вот этот, практически уже была, ничего не оставалось, она вообще высыпалась. Я ее уже склеил, немножко почистил, собрал. Подошву я уже заказал. Сегодня у нас пятница. Ну, грубо говоря, завтра, я думаю, я ее получу, а собирать уже там выходные уже будем в понедельник. В понедельник, вторник я покажу, каким образом она собирается. Так, ну, сейчас, на данный момент, что мы сделаем? Покажу, каким образом вот эту подошву разберем и отставим, скажем так. И будем ждать уже прихода следующей подошвы. Да, еще что я сделаю. Подошва, сама не подошва, сам обувь. Смотрите, она уже как бы форму немножко потеряла. То что сделаю? Хотя бы, чтобы она взяла форму. Берете любые газеты, там, клеенки. У меня вон клеенки есть такие. Я вот это вот все вогнал вовнутрь. Так, чтобы оно немножко хоть форму взяло. И оно будет вот так стоять у меня. Просто за несколько дней хотя бы вот такая формочка возьмется. Так что, вот эту разбираем. В принципе, хотя я не знаю, что тут разбирать, смотрите. Это вообще чудеса просто. Нитка вообще, нитка. Вроде бы прошита, но по внутри нету шва. Это пришита просто подошва. Для красоты. Это фабрика такую красоту сделала. Так что разбираем. То, что она тоже, опять же, будет как и та в разлетку. Ее надо будет склеить нам. Смотрите, она вся рассыпается. А человек всего, говорит, год походил, не больше. То есть, проблема не в том, что он походил, а как она хранилась. И опять же вопрос. Сколько она на складе, мы тоже не знаем, пролежала. Хотя на каждой коробке должно писаться время производства. И, то есть, когда она выпустилась. И, по-моему, должна там чесменчик писаться. Я знаю, что на качественной обуви писалось. Хотя это вроде бы, я не скажу, что это плохая обувь. Хранилась, конечно, она, вы сами видите вид ее какой. Все подавлено, все. Скажем так, не в хорошем состоянии она. Так. Все, резиночка отодрана. Вот эту часть нам нужно на место склеить все. Всю стелечку. Полустелька, вот она. Чуть-чуть разлетелась, а это все склеить. То есть, чтобы у нас было все в вот таком собранном виде, как вот это. Я его соберу, склею. Так же само напихну сюда какой-то, может, не знаю, что-то. Посмотрю там. Какие-то тряпочки, какие-то бумажечку. И оно у меня должно сесть полностью. То есть взять хоть какую-то маломальски, хоть небольшую форму. Так что, как я уже смазываю тут, зачищаю полностью, я уже показывать не буду. Тут вы уже, я думаю, и сами додумаетесь. Я уже на этом показал. Вот таким образом оно у вас должно получиться. Далее подошва придет. И тогда мы уже буду показывать, как я ее буду собирать. Хотя просто недавно вроде бы показывал такое же самое видео. Но тем не менее, думаю, лишним оно не будет. То, что многим людям, я думаю, будет полезно. Каким образом в домашних условиях можно вот это собрать. Без колодок, без ничего, а как она собирается. Так что ждем подошву и будем продолжать. Ну что, друзья. Снова привет вам, как говорится, у вас в ролике будет это короткий промежуток. У меня же прошло 3 дня. В пятницу заказал, сегодня понедельник. В субботу я забрал, правильно. Так что, в принципе, меньше суток подошва шла. Просто были выходные. И мы
Их не делали, я тоже отдыхаю. Так, теперь будем собирать их, скажу так. Вот такая подошвочка пришла нам. По размерчику все садится прекрасно. Так что будем приступать до работы. Так. Что нам нужно? Нужно нам наждачечка. Меленькая. Так, куда я положил ее? Вот она, меленькая. Берем наждачку и затираем весь вот этот глянец. Нам надо особенно края все пройти. Прошкрябать его, чтобы оно у нас потом хорошо бралось. Так. Чтобы она такая шероховатость появляется, тогда она лучше берется. Зачищаем. Так. Вот эту часть тоже прошоркаем хорошо. Но самое главное, это вот эти все края, чтобы были у нас хорошо зачищены. Сама обувь у меня уже пройдена, я его на наждачку чуть-чуть проходил, под шероховато сделал. Ну что, у меня нужно только пройти саму подошву. Сейчас ее затираем и берем потом растворителем, будем проходить ее растворителем. Так. Берем растворитель. У меня вообще тут растворитель для алкидовых красок. Это автомобильный растворитель, скажем так. 647 вообще тоже идеально туда подходит. Нынче для алкидовых, но он неплохой. Так, берем тряпочку. Берем ее, намачиваем. Можно щеточкой пройти, но я тряпочкой буду проходить. Поверхность большая, ее надо хорошо зачистить, пройти, обезжирить. И отставляем, пусть высыхает. Один. И второй так само. Проходим чуть-чуть подошвы. Не подошвы, а обувь. Тоже обезжирим, хоть у меня уже она обезжиренная. Так, отставляем, пусть высыхает. А мы тем временем наливаем клеем. Так, не закрыл растворитель. Не закрутил. Наливаем клей. Я буду использовать САР прозрачный из десмоколовых он разряда. Так, вот такую баночку. У меня он налитый в бутылочку. Более удобней, чтобы не самой баночки было. Приступаем так к работе, как говорится. Вот так, у нас растворитель, вижу, уже высох. Берем, намазываем. Аккуратно мажем, стараемся края хорошо пройти, чтобы они у нас хорошо взялись, когда будем приклеивать. Так. Смотрим,
все края. Очень, чтоб хорошо промазано было. Нигде не пропускаем. Так, отставляем. Одна подошва. Забыл одно. Надо то, что мы трамбовали. Форму, в принципе, они немножко взяли. Теперь все отсюда повытягивать. Оно нам уже будет мешать. Потому что это не колодка. Все, так. Освободили. Ну, хоть немножко частично форму, видите, держит. Он был вообще посаженный. Так, промазываем клеем ботинок. Надо было, наверное, лучше, конечно, бы обрисовать было. Сейчас на втором покажу, как по обрисовочке сделать. Во, по сути, это я так наугад мажу. Так, все, намазано, пусть высыхает, а мы сейчас покажу на втором. Так. Сейчас повытягиваем все из этого чуда. Думаю, товарный вид мы хороший дадим этим. Бо, ну, чересчур же убито было. Конечно, стельки он повытягивал. Наверное, думаю, что он повытягивал. Так. Все вытянуто. Смотрите. Ничего не покажу. Так как оно не на ту ногу. Поздно. Так, со вторым мы делаем то же самое. Промазываем. И выводим на края. Главное, чтобы хорошо промазаны были. И отставляем минут как минимум на 20, чтобы оно у нас высохло. И потом промазываем второй раз. Вот, то есть 2 раза будем промазывать. Я второй раз уже промазывание вам показывать не буду, так как оно делается то же самое. Оно и так понятно. То есть запомните, 20 минут пусть как минимум постоит, высохнет. И потом спустя 20 минут берем, промазываем второй раз. Да, и потом ложим до полного высыхания. Так, ну что, друзья, клей наш высох. Сейчас мы будем нагревать и приклеивать. Так, булочка. Первая сюда. Так, промазано 2 раза, как я и говорил. Теперь главное ему дать, просто оно высохло. И теперь мы берем его, нагреваем и приклеиваем. Это делается на горячую. Нагреваем саму подошву. Так, теперь саму обувь вверх делаем прогрев. Так, нагрето. И теперь
ставим. И усаживаем. У нас должно все тут прекрасно сесть. Ух ты, как замечательно село. Мне аж самому нравится, как оно. Главное, аккуратно все края обжимаем, хорошо проходим. Так, задник ровненько. Бывает, ну тут нету шва, бывает шов, так можно прицепить, немножко он смещенный может оказаться. А тут прекрасно ровно все село. Так, подошва везде проклеилась. Замечательно. Мне даже нравится, как выходит. И второй так само мы сейчас приклеим. Так, нагрето. Да. Ты откуда взялся, богатырь снеги? Я хотел жить, быть красиво, если б не было такой земли. Играет музыка у меня, правда, не знаю, может страйк от Ютуба получу. Как всегда. Нарушение авторских прав. Хотя для Ютуба говорю, это играет не оригинал. Это поет человек, играет просто на гитаре. Так. Все, приклеилось. Что один, что второй. У нас все сидит на месте, все прекрасно село. Теперь наша задача, вот эти излишки клея, что я понамазывал, его надо убрать, подтирать. Берем микропорочку. Где моя микропорка? Ага, вижу. Вы же, может, эластичку берете обычную стирачку. И вот это все нужно поубирать, подтирать. То есть навести чистоту тут. А потом будем уже мы прошивать. Сейчас я оттираю. И потом приступим к прошивке. Так, ну что, подтирал. Теперь будем прошивать. Смотрите, при прошивке я буду использовать крючок 1,8 у меня. Ниточка 280 черная, у меня провощенная. Если у вас не провощенная, берем воск и провощим ниточку. Она будет дольше у вас служить. Ниточку можно использовать как 375, также и 187, это тоньше будет. Но при прошивке 187 легче рвется. Я же использую 280. Смотрите, я начинаю по внутреннему шву. По внутренней стороне так вытягиваем, опять же покажу,
Таким образом. Раз, два, три. Хватает головой. 3 оборота делайте. И вам ниточки хватит. Так, ниточку смотрите, если она у вас крутится, то лучше вот тут обрезать. Возьмите, поотмечайте себе где-то приблизительно 0,8 либо 1 сантиметр, либо можете чуть-чуть больше, как вам удобно, чтобы у вас равномерно шов и шел. Кстати, у меня есть тут на замене, на самой подошве канавка, уже специально сделанная для прошивки. И начинаем прошивать его. Так. Не забываем за технику безопасности. Пальцы не подставляйте под сам крючок, так как крючок легко в пальцы влазит. Кстати, у меня на крючке вот он запил. И так само по запилу я специально себе сделал насечку, чтобы когда я прохожу, я пальцем чувствую, в каком направлении у меня стоит крючок. Это так, для вас, чтобы вам удобнее было, когда вовнутрь загоняете, чтобы не крутить вот так, чтобы вы сделаете какую-то насечечку, чтобы вы знали, в каком направлении крючок у вас. Так, выходим. О, видите, вот порвалось. Порвалось, бывает и у нас такое же. Смотрите, я 1, 2.
беру чуть-чуть назад, отступаем. И выводим опять по новой ниточку. Нам нужно буквально вот дошить. Берем чуть-чуть запаса. И отсюда она никуда не денется. Старая не распустится. Мы ее просто пересягаем новой ниткой. Так. Выходим на финишную прямую, по сути. Так. Все, заканчиваю. Смотрите, последний штрих. Откуда начинали, туда же и пришли. Так, закончили. И пару стрижков мы возвращаемся стежочков назад. Раз. Два. Все. Прошито. Обрезаем. Обрезаем. Берем зажигалочку, припаливаем. А лучше, конечно, пройти полностью, то что крючок ворс вытягивает часто. Это желательно попаливать, чтобы ворс не оставался. Так, смотрите. В случае, если у вас где-то края вот тут поотставали, не взялись нормально, берете отверточку, либо какую-то тоненькую палочку и втыкаете ее в ванну, намазываете клеем, и вот эти края все берете, просто потом проходите. Потом прогреваете, так само высыхает, прогреваете и обжимаете хорошо. И оно будет держаться, никуда не денется. Так что, сами видите. В принципе, сделано, я технологию показал. Вторым то же самое я буду делать, так само прошивать, потом просто прокремлю, накремлю, наведу красоту здесь. И думаю, человечеку можно, тогда уже буду отдавать. Музыка, кстати, играет, это Виталий Подземный. Он ковры в основном, ну, на роковые группы. Это как реклама его канала. Называется Виталий Подземный. Довольно интересная подача музыки идет. Он каждый день практически делает стримы по 3-4 часа. Ну что, друзья, подошву поменял, сами видите. Получилось неплохо, в принципе. Сложности особо нету тут. Просто брать и пробовать. В этом видео я не показывал, как делать замеры. Посмотрите, у меня есть предыдущее видео с заменой подошвы. Там я делал, полностью снимал и размеры показывал. Так что пробуйте. Я думаю, ничего тут сложного нету. Все у вас получится. Если видео вам понравилось или было полезным, ставим лайк. Оставляем в первую очередь комментарий, так как это способствует продвижению нашего видео. В принципе, всем спасибо. С вами был Александр на канале Сапожник.